Криптоэнтузиастики! Ну что у нас? Дождались мы того самого булранчика. У нас, в принципе, все поперло просто-напросто вверх. Это просто незабываемые ощущения. Рынок просто потащило в разнос. Ну, на данный момент все равно еще у нас нету альт-сезона, только биткоин-сезон. Но и только поднявшись, биток скажет: это булран, суки. Атака! Булран пошел, биток пошел на перехай. Ох! Наши ожидания оправдываются. Дай бог, еще, конечно же, у нас есть ожидание то, что биток должен достигнуть 170 тысяч долларов в этом цикле, поставить свой пик и потом только пойти на медвежечку, на медвежку. Что у нас по Stock2Flow? Смотрим. То, что мы зашли уже в параболическую зону, и это зона FOMO. Я конкретно говорю всем, что это зона FOMO. То, что вы там, конечно же, накупили какие-то там альткоины или еще что-то, это ваши проблемы. Бычий рынок и, конечно же, все метрики относятся только в основном для биткоина. Вот что. Поперли мы. Видим то, что цена биткоина преодолела у нас 110-112 тысяч долларов, и мы просто улетели. Это хорошо. Сейчас на данный момент у нас есть небольшое количество времени для того, чтобы полностью все это разгрузить. И это тот момент, когда уже нужно, конечно же, не жадничать, фиксировать какую-то часть прибыли и сохраняться в стейблкоинах. Ну а еще самое лучшее — выводить средства в кэш. Конечно же, альткоины сильно укатаны, я это не отрицаю, но все равно, если у вас будет какая-то прибыль, если вы где-то что-то там заработали, то уже нужно сохранять свои средства в стейблах, основную часть сохранять в стейблах. Допустим, вы купили, монету на 100 долларов, прикупили ее, она вам показала 500 баксов, вы там фиксанули, допустим, 400 баксов, 100 в монете оставили на Super to the Moon, 400 зафиксировали. Вам нужно сохранить эти 400 долларов, с них вы можете взять какую-то соточку. 300 сохраняете, соточку берете для дальнейшей какой-то там лутки, лудоманки. Основную часть капитала нужно сохранять, ибо будет криптоэнтузиастики медвежка, потом просто, будет очень жестко. Притом вы знаете уже такое, что такое альткоины. И в принципе что? В принципе в дальнейшем нужно только будет присматриваться к топовым проектам. Это такие как биткоин и эфириум. Все, остальное это шлак, лучше от него отказываться. Мы прекрасно видим, как манипулируют всем этим шлаком. Хоть там и иксы большие, но укатка очень сильная. Допустим, тот самый Starknet потерял там 30-70 иксов. С 7 долларов упал на 10 центов. 70 икс. Укатка сильная. Да, там будут иксы, только с какого дна. Вот что. Итак, Stock2Flow работает четко. Никаких тут 40 тысяч долларов. Мы это неоднократно рассматривали, что их там и не будет никогда. Stock2Flow четко работает. P-Cycle Top нам говорит о том, что мы, в принципе, можем поставить вершину в диапазоне. Ой, у меня так болит немножко щека. В диапазоне 170к. Давайте-ка мы посмотрим. P-Cycle Top. P-Cycle Top. В принципе, что вот у нас сценарий 2017 года. И у нас, в принципе, идет развязочка. Вот в этом вот блоке будет развязка по биткоину. Итак, давайте приведем в порядок наш график. Ну что, мы сидели, конечно же, на иголках. То, что у нас здесь собиралось быть два сценария событий. С дофой мы говорили, что 69 тысяч долларов это ключевой уровень. Нам не нужно его пробивать. Мы это рассматривали на стриме. Кстати, нужно с дофой, наверное, провести стрим. И этот уровень у нас был очень важный. Нам не нужно пробивать 69 тысяч долларов, потому как мы уходим на медвежку в дальнейшем. Мы его не пробили.
Также мы рассматривали сценарий, то, что у нас здесь может быть отскок дохлой кошки. Мы поднимемся к вершине, которая была поставлена в январе 2025 года. Отрисуем отскок дохлой кошки и пойдем вниз. Вниз, 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 без накачки рынка. И только на отскоке следующем можно было бы здесь увидеть альт-сезон, похожий, как это было летом 2022 года. И здесь можно было бы выскочить с альткоинов. Но мы видим то, что манипулятор смиловался над нами. Конечно же, он здесь отымел конкретно всех. Большое количество участников рынка покинули рынок, сделали большое количество ошибок. Может быть, и я сделал ошибки. То, что я перелил Aptos в Pepe, например. Может быть такое. Все может быть. Здесь, конечно же, я делал действие. Это моя была одна единственная продажа. Aptos продал и перелил в Pepe. Может, это была и ошибка. Я не знаю. Но это мой личный выбор. Вот. Но мы пошли по положительному сценарию. Вот этот вот зеленый сценарий. И делаем вот эту вот последнюю волну роста. Последняя волна роста. И здесь мы видим, в принципе, что у нас волновой анализ, в принципе, наверное, сломлен. Или мы можем отметить раз волна, два волна коррекционная, третья волна, четвертая волна коррекционная. И вот будет, наверное, все-таки пятая. Вот у нас пятая волна, и здесь будет распределение. По всей видимости, волновой анализ, если его и здесь анализировать, то не нужно, конечно же, нужно исключить вот эту вот коррекцию летом 2023 года. Вот у нас идет первая длинная волна вплоть до марта 2024 года, коррекционная вторая, третья волна, четвертая коррекционная, и вот идет пятая волна. Пятая волна здесь у нас завершится. Здесь у нас вот завершится она. И дальше у нас будет медвежка. Медвежка у нас, конечно же, будет. И по поводу медвежки, где нам нужно будет ловить очередное дно битка, то, в принципе, если, конечно же, мы уйдем на 170 тысяч долларов, то смотрим. Вот наше дно медвежки. Примерно будет вот здесь, в диапазоне 35, 40, 50 тысяч долларов. Вот здесь вот. Это будет план у нас на 2026 год, на конец 2026 года. Это все будет потом. Сейчас нам еще нужно поставить кульминацию, распределение и вершину поставить. Вот. Давайте мы почистим график 2017 года, шаблон бары. Да, у нас немножко все похоже на 2017 год. И в принципе что? Метрика P-Cycle Top, оранжевая и зеленая скользяшки, нам показывает о том, что в принципе пик бычьего цикла у нас будет где-то в диапазоне 170 тысяч долларов. Итак, у нас здесь есть гэп в диапазоне 91, пускай там так и будет данная метка. Это у нас все отработало, наш сценарий поджатие и выход с бычьего флага. Так все у нас здесь и отработало. Мы можем все это дело почистить. Вот мы идем просто вверх. Это очень хорошо. Уже третий день роста. В принципе, с бычьего флага мы вышли. Зашли в первый блок сопротивления, который мы с вами отмечали. На стриме может быть такое. 115 тысяч долларов, я в принципе предполагаю, что здесь будет первая остановка битка и консолидация может произойти. Может здесь произойти консолидация. Это будет очень хорошо, чтобы мы здесь остановились, проторговались, чтобы обратили внимание на этот скамовозный рынок. Начали сюда заносить денежки, потому как здесь начинает все расти. Все рынки у нас выросли, фонда выросла, металлы выросли. Потом же нефть выросла, индексы все выросли. Где еще можно заработать? А тут еще можно заработать на криптовалюте. Биток вырос. Блин, а где же здесь заработать на криптовалюте? На альткоинах можно заработать. И вот тут, конечно же, начнут нести бабки в альту. И эта скамовозка может, конечно же, ожить. Итак, хэш-риббонс на дневке нет никаких сигналов. Я наблюдаю за хэш-риббонсом. У нас был сигнал только в мае. Также у нас вот здесь вот были сигналы на капитуляцию весь этот период времени. Вот.
И это было бы неплохо, чтобы мы здесь отконсолидировались, ну как, отрисовали боковое движение, только уже с притоком капитала в рынок. Что у нас по притоку капитала? 3 триллиона 630 миллиардов долларов. Капитализация практически идет на свой исторический максимум. Если мы посмотрим, у нас в принципе вот так все это дело выглядит. Вот у нас 3 триллиона 630, было в пике 3 триллиона 700, здесь 700, ну тут 640 в принципе, но мы подходим к вершине 2021 года. И в принципе есть надежда то, что начнут качать эту скамовозку. И мы с вами увидим и альт-сезон, и продолжение роста по биткоину. То, что биток будет расти, это нам на руку. Чем выше накачает биток, тем выше его будет капитализация, тем выше будет Total 3. Почему так? Мы это неоднократно рассматривали в видосах. Так что, кому интересно, смотрите видосы очень внимательно. Итак, P-Cycle Top метрика. Зеленая скользяшка и желтая скользяшка или оранжевая скользяшка. Они должны соприкоснуться, и это будет пик бычьего цикла. Как вот в 2021 году, да? Касание, здесь сигнал, что пик бычьего цикла поставлен. В принципе, что у нас было здесь, вот сильнейшая коррекция, нас всех трешамбово здесь ломали, в это все не верилось, то, что в дальнейшем медвежка, но по временному интервалу мы уже поджимались просто, ну, к медвежке. Вот. И по временному интервалу мы все равно еще поджимаемся. Сентябрь 25 года, но вот в принципе декабрь 25 года, январь 26 года. В принципе вот этот вот блок, это уже, я думаю, что будет пик бычьего цикла по биткоину и по всем криптовалютам. Некоторые альткоины еще будут достреливать, может, до середины 26 года. В принципе, здесь могут пик сделать. И здесь уже начнется просто параболический движ по битку. Как это было, допустим, вот у нас в 2021 году, да. И потом зеленая и оранжевая скользяшка соединились. Красный сигнал, то, что пик поставлен. Здесь тоже, по всей видимости, будет у нас скоро этот пик. Осталось буквально недолго. Если с текущих, с сегодняшнего дня взять до, там, ну возьмем, допустим, до Нового года, да, у нас 173 дня осталось. 173 дня. Метрика Stock to Flow нам показывает то, что пик, и это будет халвинг, конечно же, последний халвинг, там игра с блоками. Пик у нас будет примерно в 10 числах августа. Вот с 10 августа до декабря у нас еще есть время на дальнейшую раскачку этого скамовозного рынка и его покинуть. Тут самое важное не жадничать. Если есть прибыль, уносить ноги. Медвежка будет просто беспощадная. В медвежке я был, участвовал, знаю, что такое медвежка, так что у меня опыт в этом всем деле есть, и тут нужно уносить по-любому ноги, ну, соскамят вас, ребята, соскамят и все. Сейчас пока что будем ожидать, смотреть, что у нас будет получаться. Дай бог, чтобы накачали эту скамовозный рынок, 3 триллиона 640 мы с вами рассматривали. Total 1, то, что у нас есть некоторые цели. Давайте-ка мы посмотрим эти цели. Возьмем-ка Total 1. И мы с вами посмотрим. Total 1. Тут у нас, в принципе, P-Cycle Top уже нам не нужен. Мы его можем скрыть. Он нам не нужен. И, в принципе, по Total 1. Первая цель по Фибоначчи это 4,5 триллиона долларов. Вторая цель, уже такая очень сложно досягаемая, это диапазон 6,5 триллионов долларов. В принципе, где-то вот здесь вот должна у нас произойти вся вот эта вот парабола и все вот это вот распределение и альт-сезон и все дела. Осталось у нас даже по целям, если мы посмотрим, тут у нас движение 26%, тут у нас движение 82%. Все. В принципе, запас хода есть. По Фибоначчи Total у нас может все это дело отыграть. Также по временному интервалу у нас еще есть запас времени. Ну, вплоть до ноября
до января 26 года. Да, вот у нас запас времени есть. То, что у нас медвежка с текущих собиралась бы быть, это сценарий, когда биток был бы 48 тысяч долларов, Рафаэль слез Сатош. В принципе. Дальше смотрим биток. Смотрим, что у нас по хэш-рибансу. Опять же, возвращаемся к битку. Нету у нас хэш-рибанса, сигнала на битке. С 26 июня у нас есть капитуляция, продолжается капитуляция, но сигнала нет ни на часе, ни на двухчасовике, ни на 4-часовике. Синей точки нет. Надеемся, что она еще появится, и это будет очень положительно для дальнейшей судьбы биткоина. В принципе, есть у нас 25 мая 2 точки, и они сейчас отрабатывают. Вот. Дальше. Что касательно самого DXY. В принципе, все у нас четко отыграло. Кто, конечно же, старый участник моего канала, тот прекрасно знает, что я неоднократно анализировал DXY. И мы с вами, в принципе, что здесь вот осенью 2024 года DXY начал расти, я сразу сказал, что будет сильнейший трэш, сильнейшая коррекция. Но я рынок не покидал и, в принципе, тоже поучаствовал в этом трэше. Сейчас вот у нас вершина по биткоину поставлена, вот она. Мы ее здесь вот рассчитали, то, что примерно в 91 день у нас будет движение сильнейшее на битке. Вот оно и произошло. В дальнейшем мы с вами можем увидеть замедление роста биткоина, потому как DXY у нас здесь рос небольшое количество времени. На это все у нас ушло, буквально смотрим 31 день, 1 месяц. Как раз у нас август месяц, ну он такой не очень хороший. Август зачастую для битка. Может быть такое, что будут там мурыжить в боковике. Ну и дальше мы видим то, что DXY продолжал падать у нас. И по временному интервалу у нас есть еще запас времени и падение. Тут у нас в принципе еще 92 дня у нас есть запаса времени. Это примерно 3 месяца. Август, сентябрь, октябрь. 3 месяца еще есть у нас движение для того, чтобы раскачать этот скамовозный, конечно же, рынок. Биток у нас 116 тысяч долларов, эфириум 2962, был ночью буквально 3000 долларов. Сейчас мы по эфириуму подходим к важному уровню, это гэп 3800. Там 3200, 3800 гэп по эфиру, и я думаю, что там будет замедление роста по эфиру, и может быть такое, что в этот момент у нас начнет активизироваться альта. BNB неплохо держится, почти что 700 долларов, это очень хорошо. Solana, конечно же, отстает. Сейчас бы неплохо было бы увидеть Solana в диапазоне 250 тысяч долларов. В принципе, я ожидаю Solana в диапазоне 450, и там бы ее скинул бы. Это мои ожидания, но там посмотрим, как ее качнут и вообще качнут ли эту скамовозную альту. Dogecoin отстает у нас, Трон, Хупи, монетка Хупи просто, 44 доллара, просто улетает, Суи немножко отстает, 3,5 бакса, неплохо, конечно же, восстановилась альта, Тонкоин 2,98 немножко скамится, Дот, палка Дот, это вообще трэшамба. И, конечно же, Пепе, моя любимая Пепе 12.75. Просто берет эстафету. Я думаю, что Пепе с текущих может дать еще 5 иксов. Вообще легко может дать 5 иксов. Основная ставка на Пепу. В принципе, вот так вот. На рынке в основном активизировались те монеты, которые, в принципе, у нас не на слуху. Не на слуху. Потому как, смотрите, 24 часа, смотрите, 3000% роста. Какой-то там Black Phoenix. Смотрите, какие иксы сейчас дают монеты, которые не входят особо в топ. Это просто трэш. Те монеты, которые входят в топ 100, на которых делали основную ставку инфлюенсеры, они просто там выросли на 10-15%. Все остальное, смотрите, как выросло. Это просто трэш. Вот 3000% за 24 часа. Боме 2800 за 24 часа. Какой-то там Швол 900% за 24 часа. Это просто трэш. Это просто трэшамба. Смотрите, какая здесь волатильность. Просто закрыла 1.0. Монетка закрыла 1.0 за один день. Вот. Оп, и улетели.
Правда, это все дело на PancakeSwap, и это может вас соскамить. Будьте очень внимательны. Может, она еще где-то там и торгуется, но такие шлаки я вам не рекомендую, конечно же, покупать. В принципе, вот так вот. Лучше присматриваться к каким-то там топам, ну, правда, там нужно заносить большой капитал. Правда, такие монеты, как DOT, например, ну, наоборот, $3.91, ну, это просто ни о чем. Вот что. Что касательно альткоинов, давайте-ка мы посмотрим доминацию биткоина. Доминация биткоина у нас 64-65, чуть-чуть, на 1% они буквально снизили, но не хотят они, конечно, не хотят они опускать сильно доминацию. Для полного слома домки нам нужно хотя бы уйти в блок 62%. Вот чтобы здесь вот домка потекла, нужно блок 62%, чтобы у нас преодолеть этот блок. И тогда у нас будет здесь 2 вершины, даже 3 вершины. И домка у нас, по всей видимости, будет уже опускаться ниже. Время у нас пока что есть. Мы можем за эти 3-4 месяца снизиться по доминации биткоина. Также один из участников моего сообщества приметил и говорил, и мы с вами это рассмотрели, то, что от днища, вот у нас днище доминации, до пика у нас прошло 1085 дней, да, ну, допустим, 1100 дней. Также у нас было днище вот здесь вот, и по сей день, июнь-июль, 11 число, 1036 дней. 1036 дней. За 50 дней мы сможем с вами увидеть конкретные, наверное, конкретное падение доминации биткоина. Я думаю, что здесь где-то уже у нас пик по доминации уже поставлен. Осталось недолго увидеть хотя бы вот сюда от падения на зеленый блок, поглощение, медвежий флаг у нас отработает. Все будет шикарно. Ослабнет доминация, и может быть такое, что мы по доминации шлепнемся в блок 48%, и это уже будет достаточно для того, чтобы хорошо раскачали альту. Также, что касательно самой альты, давайте доминация альткоинов, посмотрим доминацию альткоинов. Доминация альткоинов, Отхер. Others, Other, как хотят, так пускай называют. У нас здесь был такой вот клин, мы его пробили. Может быть такое, что здесь уже донышко поставлено по доминации альты и потихоньку направляемся вверх. Было здесь небольшое движение, если с донышка, то альткоины выросли буквально на 7%. Вот в принципе вот так вот. Глобально, если посмотреть на доминацию альткоинов, то мы просто в полной жопе. Полнейшей жопе, и здесь пока что не попахивает никаким альт-сезоном, ничем. Вот у нас 2021 год, 2022 год. Доминация альткоинов была в диапазоне 16, 18, 19%. Пока что мы снизились и пришли к значениям декабря 2020 года. Не обновили, конечно же, лой, но я думаю, что здесь, если у нас и дадут хотя бы небольшое движение по доминации альты, ну хотя бы на процентов 60-70, вот сюда вот на 13%, чтобы мы пришли, то это будет хороший альт-сезон. Ну, например, как вот март 24 год, декабрь 24 года. Также давайте еще посмотрим одну интересную метрику по доминации альткоинов. Аналогичная ситуация. Здесь нам показывает то, что альткоины пришли, ну, просто к днищу. 1.48 пункта. Я, в принципе, не ожидаю сильнейшего движения здесь, но хотя бы вот так вот диапазон 1.9-2 пункта можно было бы по доминации альты просто приподняться. Дадут ли такое движение, мы, конечно же, не знаем. Но нужно будет смотреть тоже на данную метрику. Если мы увидим какую-то вот такую вот палку здесь вот, разворотную вот сюда в диапазон 2 пункта, как это было, например, вот здесь в 2021 году, это будет первый звонок о том, что альткоины нужно срочно покидать. Пока что мы здесь только-только где-то формируем донышко, и, конечно же, дай бог, у нас будет здесь разворот. Но разворота пока что нету. Небольшие здесь 3 недельки зеленые свечи, поглощения, ну, в принципе, вот так вот. Больше ничего таки интересного здесь и не произошло. Также давайте с вами посмотрим эфириум 2971, неплохо. Что по эфиру? Цели. Какие у нас цели? Первая цель
уже достигнута, мы ее с вами отмечали, вот зеленая линия достигнута. Вторая цель 3400, третья цель 3500, четвертая цель 3700, пятая цель 4000 долларов. Как только мы придем в диапазон 4000 долларов, здесь будет у нас тоже два сценария. Или мы разворачиваемся на медвежку, или, конечно же, все-таки пробиваем 5000 долларов и уходим в диапазон 7000 баксов. Дай бог, чтобы у нас была достигнута цель 7000 долларов, ибо без достижения данной цели у нас не будет никакой раскачки. В рынке, конечно же, не хватает бабла, ликвидности. Но надеемся, что манипуляторы будут стоять и смотреть в сторону, конечно же, крипторынка, потому как все рынки выросли, а крипторынок еще особо ничего не показал, кроме самого биткоина и, конечно, эфириума. Эфириум показал 3 вершины, но особой раскачки на какие-то колоссальнейшие иксы здесь еще не было. Что касательно эфир относительно биткоина. Давайте-ка мы посмотрим. Эфир относительно биткоина. Так, что у нас график не открывается? Эфир относительно биткоина. Неплохо мы держимся. 25.44. Подошли мы к блоку сопротивления. Также мы пробили первую трендовую линию. Вторую трендовую линию. Мы пробили первую, консолидировались, подошли к второй трендовой линии. Дали отбой, вернулись обратно и пробили ее. Чуть ниже, конечно, но пробили ее. У нас здесь на MACD набирается сила по эфириуму. Также крупный игрок продолжает накапливать эфириум. И по всей видимости у него есть хорошая ставка в сторону эфириума. У меня тоже ставка в сторону эфириума и экосистему эфириума. Разные щиткоины. Я, конечно же, присматриваюсь только к щиткоинам, которые относятся к экосистеме эфириума. В L2 решения особо не верю. В основном верю в мемкоины, которые на эфириуме. Там Pepe, Bong, может еще какие-то там. Вот. И есть еще интересный момент. 38. 0.038 сатоши. Это у нас здесь, по всей видимости, конкретно начнет стрелять альта. Мы пробили вторую трендовую. Ретеста пока что у нас не было. Все у нас здесь вроде бы неплохо. Дай бог, чтобы мы не вернулись на ретест трендовый, а пошли сразу штурмовать этот блок сопротивления, потому как этот блок у нас берет свое начало с момента перевода, неправильно перевода на бирже Bybit. Казус, короче говоря, казус Bybit. Вот. Это было у нас в феврале. И здесь будет некое сопротивление. Вот что. Но эфириум относительно биткоина потихоньку начинает набирать обороты. Что касательно на недельке, у нас все здесь выглядит, в принципе, вот так вот. Пока что еще особо никак не выглядит, но дай бог, чтобы мы здесь уже, хотя бы зашли в этот блок, и здесь уже будет попахивать конкретным разворотом. Коррекции, конечно же, не нужно исключать на рынке, они могут быть, и эти коррекции будут делать для того, чтобы сбрасывать лонгистов, брить лонгистов, сбрасывать, ликвидировать всех, конечно же, чтобы крупный игрок где-то там перезаходил, что-то еще подбирал ниже. Это все дело у нас может произойти. Но я думаю, что здесь эфир относительно битка у нас поставил, конечно же, донышко. По целям нам хотя бы добраться в диапазон 0,037, и также зайти вот этот вот интересный блок. Дадут ли такие цены? Это мы уже посмотрим постфактум. Но здесь, конечно же, MACD у нас есть хороший запас хода. Мы видим то, что MACD хорошо разгрузили. Это на недельке. На недельке у нас стохастик, конечно, сильно перегрет. И RSI тоже у нас перегрет на недельке. Хотя бы было бы увидеть здесь бы разгрузку по RSI, по стохастику. Дадут ли эту разгрузку, мы, конечно же, не знаем, посмотрим. Но даже то, что там боковое движение, буквально банальное, стохастик и RSI может разгрузить. От MACD, да, радует. Запас хода у нас здесь есть. Есть запас хода, и будем за этим пристально наблюдать. Также это все дело у нас может отыграть на альткоинах. И дай бог, что мы сюда вот потихоньку выросли. Дай бог, дай бог, дай бог, дай бог. Также, что у нас касательно монеты DOFA. Давайте-ка мы посмотрим, что это. Дофаминка там что-то там шевелит какие-то своими костями. 0.35, так, просто ни о чем. Здесь уже видно то, что потихоньку
начинается движение на данном активе. У нас есть сообщество, кто не в курсе дела. DOFA создатель. Я тоже участвую в этом сообществе. И в принципе есть вот актив нашего сообщества. Такой вот у нас актив. Пока что никаких здесь бритв не было. Кто-то говорит, что кого-то там где-то что-то побрили. Но может быть такое побрили, кто вот здесь вот покупал в диапазоне там $1,5. Ну, ребята, покупать в диапазоне $1,5 при иксах более чем 20 иксов, это, конечно же, глупо. Кто здесь на дне брал, я за это снимал видео, здесь мог разгрузиться, здесь перезайти, здесь можно было перезайти, сейчас здесь находится в плюсе. В принципе, у меня есть тоже небольшая часть активов, я вот здесь вот чуть-чуть подбирал активы, здесь чуть-чуть скинул, пока что удерживаю, ну, смотрите, 400% роста, довольно-таки неплохо. Цели интересные есть, вот у нас 80 центов, $1.30, ну и также $2. DOFA, в принципе, делает посты и говорил, что хочет данный актив раскачать, залистить уже на нормальных биржах, потому как это DEX. Ну и, конечно же, качнуть актив хотя бы как минимум в диапазон $10. Такие вот у него цели качнуться в диапазон $10. Если с текущих взять, это, конечно же, будет примерно у нас, опять же, 30 иксов. Если, конечно же, с донышка кто удерживает монетки, то здесь у нас будет примерно 130 иксов. Так что думайте, стоит ли рисковать или нет. Это, конечно же, не загон. У нас и так все альткоины сдулись. Так что то, что может быть такое, что это будет тоже скам, тоже нужно учитывать. Все может быть. Сломать могут пул, взломать. Также может тон скомануть, все может произойти. Может что-то произойти с создателем проекта, тоже может что-то произойти. Но проект стоит, конечно же, вашему вниманию. Торгуется только на DEX. Можно его свапнуть относительно тона, относительно USDT. Ну и, конечно же, команда работает над тем, чтобы залиститься на бирже. Первый листинг это будет на бирже Bluofi. Ссылка на данную в описании биржи. Ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Можете зарегистрироваться, будете рефералом, будут вам бонусы. И, конечно же, я вас добавлю в закрытый свой канал. Там, конечно же, даю хорошие топовые сигналы по альткоинам, которые работают. В принципе, вот так вот. Все ссылки вообще есть в описании под видео. И также желательно подписаться, лайкнуть, прокомментировать. Наше сообщество двигается уже в диапазон 6000 подписчиков. Это будет очень хорошо. Хотелось бы увидеть на пике бычьего рынка 10 тысяч подписчиков на канале. Будет ли такое или нет, это было бы прикольно. Я вообще думаю, что нужно какие-то розыгрыши сделать. Ну, когда будет 6 тысяч участников, можно будет что-то придумать. В принципе, вот так вот. Что касательно остальных альткоинов, я в основном делаю ставку на экосистему эфириума. Думаю, что Пепа все-таки довольно неплохо будет. Также по XRP я давал сигнал, то, что там лонговая ситуация. У нас Ripple пробивает треугольник, и все у нас четко отработало. Сигнал я давал как и в телеграм-канале, так и в закрытом канале. По Ripple треугольник у нас здесь пробили, и может быть такое, что мы увидим Ripple намного выше. Цели, конечно же, по Ripple это минимум $5, максимум, я думаю, что в диапазон 7 баксов пулюнут. Ripple, ну, где-то там в $10 уже немножко слабовато верится, очень тяжелый актив. Но треугольник мы пробили. Посмотрим, что у нас будет дальше. Ripple довольно-таки неплохой актив, старый, конечно же, актив, но движение здесь хорошее. Я думаю, что крупный игрок тоже смотрит в сторону Ripple, Dogecoin, Litecoin, эфириума. В принципе, вот так вот. Эфириум 2965, вообще круто. Ripple 250, BNB 689, Solana, неплохо. Doge, Huobi, Sui тоже 3.48. Может быть такое, что Sui будет стоить в диапазоне 20 баксов с текущих 10 иксов. Если бы дала Sui, это было просто вообще шикарно. Тон, конечно, отстает. Litecoin у нас 95. Whitebit
46 долларов с половиной. Это довольно-таки шикарно. Для такого актива молодого это довольно шикарно. Pepe прикрыла 0, 12.76. Вообще шикарно. Хотя бы увидеть еще движение Pepe на 5-4 икса. Это было просто вообще шикарно. Что не говоря о экосистеме эфириума, такие как L2 решения. Ну, Arbitrum вроде бы как 16%. Может быть такое, что Arbitrum может что-то и покажет. Монетка SEI 0.32, VLD 1 доллар. Альт-сезона у нас пока что не было. Золото у нас удерживают. Старк 14 центов. Начинают активизироваться у нас L2 решения. Notcoin. Все у нас в принципе пошло. Села 32, я писал, что нужно покупать села, там будет движение. Может быть такое, что мы даже подойдем к хаям, из текущих будет примерно 8 иксов. Ну, видно то, что уже сегодня альткоины немножко начали активизироваться. Supra 31%, ZKG Polyhedra 17 центов. Я говорил, что не стоит покупать Polyhedra. Вот она побрила людей. Брали ее по 30 центов, еще укаталась конкретно. Ледис 7% дала, небольшое движение. Самоед держится, несмотря на то, что у нас там был делистинг самоеда. На OKX собираются делистить или делистнули, я не смотрел. Нужно, конечно, посмотреть. Самоед держится. В принципе, довольно-таки неплохо. USTC, Berachain 2 доллара. USTC, где наш USTC? Где-то ниже. Хотел посмотреть USTC, что там у нас по USTC. GMT 5 центов, ну это просто скамина. 100 иксов нужно. USTC довольно-таки неплохо держится. 1,3 цента. Все у нас хорошо. Все у нас хорошо. Что у нас по индексам? Dow Jones. Мы подошли практически своим хаям. Довольно-таки неплохо. DXY мы посмотрели. NASDAQ ушел на перехай. Довольно-таки тоже все неплохо. S&P 500. S&P 500. Давайте-ка мы посмотрим. S&P 500. S&P 500 у нас ушел на свой исторический хай. Эта неделя мы обновили хай прошлой недели. Хоть и движение здесь было небольшое, но рынки потихоньку накачивают. Рынки потихоньку накачивают. Russell 2000. Давайте еще посмотрим Russell 2000, 2021 год и 2024 год. Ну, эта неделя для Russell 2000 была не очень таки хорошо прибыльная, но все равно зеленая. Пшава там, конечно же, облажался. Он говорил то, что S&P 500 просто обвалится. У него какие-то уже начинаются быть зеркальные прогнозы. То он в ноябре, в декабре говорит, что у нас будет взрывной рост на криптовалютах, мы увидели сильнейшую коррекцию. То он летом говорил, что у нас будет уже коррекция, у нас наоборот рост. То у нас уже говорил, что S&P 500 будет просто-напросто корректироваться, а мы наоборот растем на S&P 500. Короче говоря, я не знаю, на что он опирается, на какая... У него чуйка что-то там не туда смотрит, конечно же, и это не очень хорошо. Пшава, лапшава, вообще скажу, короче, сразу, обосру данного блогера. Это ухулянтишка, который поддерживает войну и все вот эти вот действия. Я это не одобряю. Полностью не одобряю. Вот, в принципе, вот так вот. Итак, посмотрим капитуляцию майнеров. Капитуляция майнеров у нас уже здесь перегрета. И нам это подсказывает о том, что мы уже скоро можем, конечно же, развернуться на медвежку. Но будет ли здесь у нас еще небольшое движение, знает только сам манипулятор. Конечно же, P-Cycle Top нам говорит о том, что вершина еще не поставлена. Вершина у нас здесь не поставлена по биткоину. И в принципе что? Дай бог, мы вот здесь за короткий период времени поставим, конечно же, пик бычьего цикла. И уже осенью все это дело у нас состоится. У нас осталось немного времени. Вот у нас уже 11 июля. Уже в принципе у нас даже и день солнцестояния произошел. Уже вот скоро у нас мы уже
мы уже поставим, короче говоря, этот пик. Осталось у нас вот 11 августа месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь, ну 4 месяца, криптоэнтузиасты, 4 месяца, и нам нужно что-то увидеть на своих портфелях. Пока что нам манипулятор ничего интересного не дает, но я думаю, что он даст те самые интересные движения, которые нам нужны. Также, что у нас по... Также, что у нас по сигналам? Давайте-ка мы посмотрим. На недельке у нас был сигнал на продажу. Это было на прошлой неделе. Также у нас был сигнал на покупку. Что у нас на дневке? На дневке у нас был сигнал на покупку, не было сигнала на продажу. Был сигнал на продажу 5 июля по биткоину. Это что касательно самого биткоина. В принципе, я сразу говорил, что на индикаторы особо полагаться не нужно. Вот у нас был сигнал на покупку, простояли в боковике, пошел рост, сигнал уже... был сигнал на продажу, постояли в боковике, пошел рост, появился сигнал на покупку. Типа залетай уже в летящую ракету. Индикаторы, они в основном показывают все постфактум. Но есть некоторые индикаторы, на которые стоит полагаться. Такие как Hashribbons и P-Cycle-Top, где показывают уже вершины и дно рынка. На дневке у нас выглядит все вот так вот. На 4-часовике у нас выглядит вот так вот. Не было никаких сигналов на продажу. Что у нас на 2-часе? Тоже не было сигнала на продажу. Что у нас на часе? Какая-то птичка бьется мне в окно. Какие у нас будут мистические рассказы? Кто что знает, пишите в комментариях под видео, что означает, когда птичка бьется в окно. В принципе, был сигнал на продажу на часе и все. Но я сразу говорю, что мы можем здесь увидеть какой-то распил, консолидацию по биткоину. И здесь пока что у нас волна роста может приостановиться на битке. Мы можем опять здесь консолидироваться. В этот момент, когда мы будем здесь консолидироваться, боковить, мы сможем увидеть движение по эфириуму и, конечно же, альткоинов. Они могут потихоньку подтягиваться за биткоином. И желательно увидеть приток капитала в рынок. Мы видим, конечно же, да, то, что 3 триллиона 640 ярдов, все вроде бы неплохо. Также давайте посмотрим Total 1. Что у нас здесь по Total 1? Ну, видно, что есть приток капитала. Ну, просто смотрите, парабола, да? Вот так, вливание бабла в рынок. Это на часе, на 4-часовике. Ну, палка, блин. Ну, это вот приток капитала. Это такая ситуация, как было у нас зима, март 2024 года. И мы здесь уже подходим к исторической вершине. Вот у нас была вершина. Давайте-ка мы ее отметим. Вот у нас вершина была. Вот она. 3 триллиона, я помню тогда 710 миллиардов долларов. Вот мы можем отметить эту вершину. Вот. 3 триллиона 710 миллиардов долларов. Наша вершина. Осталось у нас довольно-таки немного до достижения этой вершины. Нам желательно по тоталу увидеть пробитие этой вершины. Мы достигли к нашей первой вот цели. Вот мы ее отмечали. Наша первая цель, мы ее достигли. Сейчас здесь могут, конечно же, потихоньку они мурыжить. Но нам здесь нужно еще сделать движение буквально 3%. Ну, может быть 4%. То, что биток может стоять на месте, это понятно. Ну и как раз, когда биток будет стоять на месте, мы сможем с вами увидеть приток капитала в рынок. Здесь уже есть первые намеки на то, что в рынок потихоньку начинают заливать бабло. 4,5% нам будет достаточно, чтобы мы ушли на перехай. Ну и там, конечно же, цели наши остаются актуальные. При достижении вот этих вот целей желательно начинать что-то уже фиксировать, если мы, конечно, сюда еще и придем. Но я думаю, что мы туда, конечно же, придем. Что касательно капитализации биткоина, давайте посмотрим, как выросла капа битка. 2 триллиона 320 ярдов. Значит, мы можем держать ориентир, то, что Total 3 у нас может достигнуть 2 триллиона 200. 2 триллиона 200, Total 3 у нас может достигнуть. Берем Total 3 и смотрим, что у нас по Total 3. Total 3 пока что показывает слабость. Нету особо перетока капитала из биткоина в альткоины.
И здесь у нас, ну так, чуть-чуть движение. Мы еще даже не пробили вот этот вот бычий флаг. Подошли только к верхней части бычьего флага. Альткоины очень знатно отстают за битком. Ну, мы прекрасно понимаем то, что спотовый биткоин ETF нам не дает раскачивать альту. Ну, может быть такое, что скоро начнут принимать спотовый альткоины ETF, и там у нас и XRP, и Solana, и еще что-то там. И может это тоже будет триггером для дальнейшего роста. Также у нас на носу стейкинг эфириума. Вот что. Там у нас было обновление полихедра в мае, а еще стейкинг. Это тоже может быть триггер. И также в июле месяце заседание ФРС. Может быть такое, что они начнут все-таки понижать ставку. В принципе, вот так вот. Total 3 у нас отстает, но бычий флаг у нас здесь присутствует. И по Total 3 2 триллиона 200, да, вот наша цель. Вот наша цель. Вот сюда вот мы можем, конечно же, уйти. Дай бог, чтобы мы сюда ушли. Также у нас есть интересная цель, это пробитие хая. Вот. Здесь мы можем тоже отметить интересный блок. Я думаю, что здесь уже альткоины хорошо активизируются и будут что-то уже интересное показывать. И также у нас есть цель, это, конечно же, по Фибоначчи, первый уровень, триллион 600 миллиардов долларов. Вот у нас по Фибоначчи 1 триллион 600 ярдов. Также 2 триллиона 300, это у нас капитализация самого битка, есть цель. Ну и, конечно же, если биток уйдет на 170 тысяч долларов, я думаю, что капитализация биткоина будет примерно в диапазоне 2 триллиона 500 миллиардов долларов. Мы с вами видим то, что буквально биток сделал хорошее движение, но капитализация битка здесь уже потихоньку затухает. Но есть приток капитала в рынок, уже потихоньку начинается рассевание бабла не только в биток, но и в альткоины. Дай бог, чтобы у нас продолжилась бычка, ибо если у нас это все дело не продолжится, то, конечно же, просто-напросто будет бритва. Видно то, что за один день еще напечатали немножко тезера. За 7 дней продолжается печатание тезера. Тезер печатают, стейблкоины печатают. Рынок потихоньку раскачивает. До каких значений будут качать, знает только сам манипулятор. Больше никто. Что у нас по индексу страхожадности? Жадности у нас особо здесь нету, но просто жадность, чрезвычайной жадности нету. Был у нас страх 22 июня, ну и в принципе здесь еще был страх. Рынок особо не перегрет по жадности, чрезвычайной жадности нету. Видно, что биток растет, жадности нету, эйфории практически нету. Потому как нету альт-сезона. Вот что. Но я думаю, что альт-сезон у нас состоится. Рынок еще просто-напросто не готов для альт-сезона. Будут качать, по всей видимости, биток диапазон 170 тысяч долларов. И только потом будет у нас альт-сезон. Все у нас неплохо. Дай бог, чтобы мы увидели уже разворот и донышко рынка было поставлено буквально 20 апреля. Коррекции мы уже все прошли, дай бог. Дальше будем молиться. Одна надежда только на манипулятора, больше ни на кого. То, что у нас нету результатов, это и так понятно, это и козлику понятно. Ожидаем эфириум хотя бы в диапазон 3800, не рыпаемся. Сейчас я думаю, что стоит присматриваться к экосистеме эфириума, брать какие-то альткоины на X2. Все, конечно же, сигналы я даю как и в телеграм-канале, так и в закрытом канале. Большинство я даю в закрытом канале. Меньшее количество сигналов я даю в открытом канале. Понятно, что должна быть какая-то монетизация. Хоть и в закрытом канале там небольшое количество участников, но сигналы вроде бы довольно-таки неплохо там все отрабатывает. Вот, в принципе, так вот. Кому интересно, можете вступить как в закрытый канал, так и в открытый телеграм-канал. Все ссылки есть в описании под видео. У нас, я думаю, что альт-сезон еще состоится. Вы тоже заработаете бабло. И все у нас будет очень хорошо. В принципе, вот так вот. И, конечно же, наша цель это хотя бы добить 6000 участников. Мы потом поедем, будем снимать интервью, когда у нас будет 6000 участников. Ну и, конечно же, до пика бычки было бы неплохо увидеть 10 тысяч участников на канале. Так что, криптоэнтузиастики, для того, чтобы вот эти вот ручонки, черепашки-ниндзя дальше снимали вам видосики,
Поделитесь данным видео своими друзьями-инвесторами, лудоманами, криптоэнтузиастами и сделайте подписку. Вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем желаю мирного неба, потому как без нее мирного неба никакие альткоины никому не нужно будут. Вот что. Всем желаю мирного неба, всем пока, до связи. Я думаю, что все у нас получится. Всем пока, до связи и мирного неба.